Здравствуйте, друзья! Совсем недавно я побывал в центре УГМК «Медицина» на Малышева 102Б. И там очень хорошие, квалифицированные врачи. Вот на такой уровень медицины надо стремиться всем. В принципе, всем. Вот если на такой уровне наша красноуральская медицина будет, то это будет гораздо меньше нервов и гораздо больше людей будут себя чувствовать не просто комфортно, но и они будут знать, что на врачей можно будет положиться. Туда приходишь, тебе даже отношение к тебе человеческое, начиная от регистратуры, где тебе ни одного грубого слова не скажут. Все объяснят, расскажут, куда идти, куда обратиться и так далее. К любому человеку из медперсонала или даже к тому же охраннику можно подойти и узнать. Ты чувствуешь себя нормальным человеком, который платит эти налоги, ходит на работу. Приходишь же в нашу красноуральскую поликлинику, ты чувствуешь каким-то человеком себя второго сорта. Тебе может нагрубить от регистратуры, аж уж тем более от какого-то врача. Наподобие нашего невролога. Но об этом по порядку. Хотелось бы мне отдельно поблагодарить врача, травматолога, ортопеда. Отдельная ему благодарность. Он просто не просто спас мою жизнь, но и изменил ее, потому что выполнил свою работу качественно и грамотно. Хотелось бы поблагодарить Латышева Илью за свою качественную, квалифицированную работу. Благодаря ему я смогу заниматься, просто смогу жить и продолжать свою жизнедеятельность. Все сделали качественно, квалифицированно, начиная от врачей на МРТ, заканчивая к нему, в принципе, сразу ко времени попал, ничего не пришлось ждать. МРТ тоже сделали, в течение часа получил результат. Поэтому, если кто-то сомневается, куда обратиться, то я бы УГМК «Медицина» порекомендовал. Просто, как говорится, от себя, от всего сердца им большое спасибо за такой качественный, квалифицированный подход. И всем бы врачам я бы порекомендовал как-то по-человечески относиться к пациентам, а не как к очередному человеку, который, ну все по талону, ко мне записался, плюс деньги. К сожалению, красноуральская обычная медицина далека от совершенства. Но давайте сейчас немного поподробнее. Еще раз большое спасибо врачам Екатеринбургского центра УГМК «Медицина». Очень мне помогли. Началось с того, что эта вся история грустная моя где-то ориентировочно с ноября. На работе, при работе с болгаркой, я почувствовал себя плохо. Буквально минут за 15 работы на болгарке, я рука так уставала, как будто я несколько часов работал. Я обратился в поликлинику. Естественно, в первый день, так как у меня нет талона, невропатолог, не будем называть его фамилию, сказал: а ты что сюда приперся? У тебя что, талон есть, ты записался? Все, давай иди проваливай. Меня, в общем, послали. Я к терапевту, слава богу, у меня к терапевту не было тоже талона. Почему это так все работает? Это надо задать этот вопрос нашей заведующей Сагдеевой. У них уже сколько лет вот эта электронная система висит, но ничего не работает. Куда делись деньги, которые на это выделились? Кто-то, может, по карманам их растусовал?
деньги освоены, распилены, все нормально. Система есть, но не работает вот эта электронная хваленая система. В чем проблема? Ну да ладно. В общем, терапевт меня все-таки сделал направление к неврологу. Невролог меня сказал, мы с ней пообщались, выяснилось, у меня вот побочные всякие эффекты. То есть у меня, знаете, вот когда руку там, к примеру, вот сидишь или ногу, вот идет такой эффект по пальцам, да, как будто вот какие-то вот мурашки. И рука у меня болела, я ей все объяснил, она сказала, ну тебе надо на снимок. И вот с этого момента начинается все самое интересное. Я сделал снимок, если в УГМК здоровье этот снимок ты сделал, и все, через час ты его забираешь, то у нас ты приходишь на следующий день и его забираешь. Все самое интересное началось с этих снимков. У нас в Красноуральске эти снимки не делать не умеют, не читать. И я не знаю, сколько за время коронавируса вот эти вот наши специалисты, в кавычках, сколько они так отправили на тот свет людей, и сколько они погубили судьб. Я просто могу предположить. А почему? Потому что, может быть, недостаточно финансирования, или просто квалификация красноуральских врачей недостаточно. Почему все боятся туда идти? Я знаю, мой папа туда не хочет идти. Он знает, что если туда он пойдет, это все, это вилы. Начиная от регистратуры, кончая врачами. Да, есть там хорошие специалисты, но из-за того, что их так мало, у них дохера работы, глаз у них замыливается, а никто работать не хочет. Но виноват, в первую очередь, не сам врач, а непосредственная заведующая, то есть Сагдеева. Она за своей руководящей должностью не замечает, что у нее под носом врачи ставят какие-то сомнительные диагнозы, в результате которого мог пострадать человек, то есть я. Так и вот, попал я на второй этаж туда, чтобы сделать снимок. Сделали мне блестяще с первого раза. И на следующий день я его получил. И сделали описание. Описание, вот это вот благодаря этому описанию, которое невролог прочитал, о, так у тебя, слушай, у тебя не защемление нерва. Надо сказать, что я к ней, еще таки, я вот этот момент упустил, невролог меня посмотрел, послушал и сказал, у тебя, говорит, защемление нерва. Сходи на снимок, и еще через 10 дней я к ней пришел. Не на следующий день со снимком. Она меня от чего-то лечила, и 10 дней я от чего-то лечился, но через 10 дней она, когда я к ней пришел на очередной прием, она, о, так у тебя артроз 3 степени, все, капец, тебе надо менять работу, тебе вообще тяжести нельзя, какой артроз, ты что, будешь работать и останешься без руки. В принципе, да? Ну и походи на укол еще 10 дней, а это, в принципе, не ко мне, ты почти здоров. Вот такое классное лечение, во. Вот такая женщина. Помимо того, что ты к ней еще не так просто попадешь, если вдруг тебе что-то плохо станет, она тебя никогда не примет. Только по талону, только через терапевта. Клятва Гиппократа вообще пофигу. Главное, с каждого отдельного человека получить деньги. Человек равно деньги. И меня вот возмущает то, что ты через 10 дней, я понимаю, допустим, сходил на прием, да, через несколько дней там со снимком, но за это время, если у меня какой-то такой диагноз, хрен знает, что могло произойти. Так и вот, через 10 дней я к ней пришел, она прочитала снимок, снимок у нее, да, вот этого рентгена и описание. Посмотрел, о, все, во-первых, это не ко мне, к травматологу, ну, поэтому я у себя тебя выписываю, по моей части ты здоров, все, можешь идти на работу, только я не знаю, что там делать будешь, но это как бы вот травматологу, пошел к травматологу, но травматолог, в отличие от невролога, он как бы, ну, гражданин, не русский гражданин, да, как бы, возможно, у него русское гражданство тоже есть, но он как бы не русское наружности, так скажем. Он более отзывчивый, в отличие от невролога, но, возможно, где-то
недостаточно квалифицированный. И, либо же в совокупности с теми людьми, которые некачественно делают рентген и делают неправильное описание, сложилось одно к одному. Он взял, потрогал руку, сказал, что как бы по его части там переломов ничего такого нету. А то, что у меня артроз, это надо как-то с этим жить, что я могу справку на легкий труд на месяц взять, ну а дальше все как что-то сам думай. Это уже буду работать на своей работе, все, прощайся с рукой. А вот так вот получилось. То есть легким движением руки два врача и один рентгенолог меня практически списали невозвратно. А почему так происходит? Из-за некачественных, из-за неквалифицированных врачей, во-первых, из-за оборудования, которое либо оно недостаточно хорошее, либо эти врачи не умеют им пользоваться. Как так получилось? А вот из-за вот этих мелочей и складывается такая вся ситуация. Но почему-то у нас в России принято. Началась мобилизация, стали кого попало забирать. Никто ничего не видел, пока не пожаловались. Пока кто-то не разместил ролик где-то, никто ничего не делает, пока не прилетело сверху по шапке. Никто не шевелится. А знаете, чем могло закончиться? Могло закончиться, что они меня, вот эти вот ихние лечения, чем угодно, мне же не просто так, я туда-сюда, мне же уколы какие-то назначали, я их прокалывал, да, то есть, если бы это не какие-нибудь витаминки были или что-нибудь еще такое, меня просто вот этими лекарствами могли залечить, и кто его знает, отъехал бы я на тот свет, сказали, ну что, не удалось человека спасти. И потом бы мне от моего подразделения на Святогоре могилку бы сделали, все как бы, во, класс, кто виноват? А никто не виноват, не удалось человека спасти. И к чему я это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что те проверяющие органы, которые, естественно, есть, должны быть внимательно присмотреться к деятельности заведующей Сагдеевой и то, как она руководит своим медперсоналом. Потому что таких ошибок, как моя, может быть полным-полно. А кто виноват, все друг на друга будут переваливать. И истины не найти. Но в рентгенологии и чтении снимков ошибки определенно есть. Невролог, она ходит на работу, она получает деньги. Раз в 10 дней прием. А что это? И вот такие врачи, в результате в совокупности дает такой результат. А мне бы, я еще молод, мне до пенсии 29 лет, мне бы хотелось еще пожить. Но вот с нашей красноуральской медициной я чувствую, что жить-то мне осталось немного. Всем спасибо.